фотосессия просто на пешеходном переходе с подарками. Класс. Красота какая. А собака какая классная, супер. Всем привет из Одессы. Судя по моему внешнему виду сегодня, по моей одежде, вы, наверное, поняли, что в Одессе очень и очень похолодало. Все-таки 5 декабря, зима наступила. Несмотря на плюсовую температуру, достаточно морозно, сыро и в целом, скажу, неприятно. Но, тем не менее, люди по улице стараются гулять. Сегодня пятница, но хочу вам сказать, все равно на улице немного пустынно. Наверное, вот этот холод всех разогнал, потому что на улице долго быть не хочется. Боже, какая прелесть! Посмотрите, кто сидит в витрине магазина. А это достаточно известный персонаж в городе. Он здесь все время, и все его фотографируют. У нас буквально недавно был отбой воздушной тревоги. К счастью, на город ничего не летело, и одесситы могут гулять сейчас спокойно. Посмотрите, все витрины магазина уже украшены прекрасными товарами, чтобы было что подарить на праздники, прекрасными декорациями. И невозможно пройти мимо, хочется остановиться и полюбоваться. Идешь по центру, и просто радуется душа. Посмотрите, какая прелесть. Хочется и хочется любоваться. Город готовится потихоньку к праздникам и к Новому году. Знаю, вы часто интересуетесь, как живет Одесса. Сегодня ночь у нас прошла спокойно, но сейчас в городе повышенная опасность, и просят всех, кто живет в Одессе, реагировать на сигналы воздушной тревоги. Смотрю на девушку, и становится мне самой холодно, потому что ветрено, а ей, наверное, в ножки не очень тепло. Видите, все подметают, наводят марафет. И сейчас вам покажу одну из первых декораций в ресторане «Черноморка». Посмотрите, как подготавливают город к праздникам. Какая красота! Какие декорации, какие гирлянды. Это рыбный ресторан, известный в Одессе, их парочка в городе. И вот они постарались тоже все украсить. Решила прийти на Приморский бульвар, раз я уже здесь близко в центре. Но вот такой ветер, ужас просто. Настоящая зима. Быстренько вам его покажу и убегаю. К сожалению, Дюк в этом году так и будет встречать Новый год с мешками. Посмотрите, как пусто на Приморском бульваре. Буквально несколько человек гуляет, остальные просто не рискнули, потому что здесь очень ветрено и холодно. Посмотрите на фасады одесских заведений. Какая красота! Это ресторан «Мамалыга». В прошлом году украшения были такие же. И это было одной из главных фотолокаций на улице Екатеринской, на улице Европейской. Какая прелесть! Посмотрите, как красиво. И хочу вам сказать, что люди вот стоят, все фотографируют. Ну и мы не исключение. А вот еще два ресторана, которые в прошлом году били рекорды как фотолокации. И в этом году, посмотрите, на очередь тоже все хотят здесь сфотографироваться. Как красиво сделали вот такие вот шторы на окнах. Невероятно. Сразу чувствуется в городе, что приближаются новогодние праздники. Вот, смотрите, можно даже с бантиком вот так сфотографироваться. Это такая идея для фотосессии. Девочки, конечно, не могут пройти мимо. Спасибо. И вот еще один ресторан, который по-другому украсили, не так, как в прошлом году. Но, вы знаете, в прошлом году мне нравилось больше. Спасибо. И вот, посмотрите, подготавливают все. Готовят большой красный бант. В прошлом году были популярны эти красные бантики. Смотрите, тоже будут украшать магазин. Ну, а рядышком одесский гастроном уже все украсил.
Какая прелесть, какая красота. Если бы было потеплее, то хотелось бы только гулять и гулять. Смотрите, вот уже даже машинки украсили. Часто наши зрители пишут, часто наши зрители, когда я их встречаю, говорят, что очень ценно, что я снимаю видео из Одессы в реальном времени, и всегда хочется посмотреть, как живет любимый город, как живут одесситы. И хочу вам сказать, что перед праздниками город превращается в маленькую сказку. А знаете, о чем сегодня задумалась? Я снимаю видео в реальном времени для вас, во времени, когда в Одессе, в Украине война. Сейчас эти кадры, наверное, кажутся заурядными, обычными, но когда-то это будет целая военная хроника, воспоминания о каждом прожитом дне в Одессе, о том, как Одесса, как одесситы переживают это страшное для нас всех время, как украинцы борются за свою независимость, как, несмотря на ежедневные обстрелы, одесситы все равно стараются жить и не унывать. Считаю, что когда-то эти кадры будут очень ценными. Что-то мы будем пересматривать и вспоминать с ностальгией, а что-то захочется нам когда-то забыть. Где не идешь, все готовятся. Город подготавливают к праздникам. Вот декорации, и люди это все, девочки умнички, все цепляют, украшают, чтобы было везде красиво. Говорят, что после самой темной ночи всегда наступает рассвет, и каждый надеется, что мы к нему очень и очень близко, особенно в преддверии таких замечательных праздников. И вы знаете, хочется отдельно поблагодарить людей, которые создают атмосферу праздника на улицах города, ведь это сейчас так важно, и это является действительно символом незламности и символом стойкости, что в такое непростое время у детей может быть возможность видеть прекрасное не только войну, но и какие-то замечательные украшения в городе. Прекрасно, что проводят какие-то праздники, какие-то концерты, несмотря на войну, потому что людям нужны положительные эмоции, и людям нужны приятные воспоминания. Поэтому хочется поблагодарить всех людей, которые украшают свои балконы, всех предпринимателей, которые украшают фасады, и властей города, которые украшают улицы, для того, чтобы мы могли ими любоваться. Сейчас замерзла, вижу книжный магазин и думаю, да вам показать сейчас. Заглянем, согреемся и посмотрим, что интересного в книжном есть. Книг здесь очень и очень много. На английском языке есть тоже. Много новых писателей сейчас, много новых бестселлеров. Ну, хочется вам показать что-то из классики. Вот вижу хорошую книгу. Джордж Оруэлл, 1984. Читала, очень мне когда-то понравилось. 394 гривны. Если у вас есть возможность, прочитайте, очень интересно. Есть тоже Джордж Оруэлл. Колгосп тварин, 1984. Колгосп тварин — это скотный двор. Я когда-то увидела, удивилась переводу, но тем не менее это скотный двор, и цена такой книги 826 гривен. Здесь два в одном. Джейн Остин. Посмотрите, какая красивая книга. Цветная, но цена немножко кусается. 937 гривен. Но это классика. О, Гомер, Илиада. Ну, это я еще со школы помню. И такая книга 500 гривен стоит. Есть здесь і популярна психологія. От, мистецтво говорити. Вот как раз для блогера. 400 гривен. Кто не читал, советую почитать Виктора Франкла. Я его здесь не вижу, но если где-то увидите Виктора Франкла «Сказать жизни да», то обязательно почитайте. Вижу украинскую литературу. Павло Загребельный. Вот такая красивая книга. 1000 гривен. Книжки, к сожалению, подорожали.
как и все сейчас из-за войны. Сейчас такой период, что каждый из нас пытается делать добро, и каждый из нас верит в маленькое чудо. І chcę przekazać duże pozdrowienia do Polski, do naszego drogiego Robsona. Robsone, szczerze dziękujemy za wspaniały prezent przed Bożym Narodzeniem. Zawsze o Tobie pamiętamy i bardzo nam miło, że zawsze pamiętasz o nas. Dziękujemy Ciebie bardzo, życzymy dużo zdrowia i aby byłeś bardzo szczęśliwy. Вот так одесситы возвращаются по домам, и в городе достаточно сильные пробки. В городе прекрасная иллюминация, несмотря на то, что проблемы с электроэнергией. И хочется поблагодарить еще раз всех, что даете нам возможность чувствовать праздники, потому что без украшений город бы выглядел совершенно по-другому. А вся эта иллюминация, когда она работает от генераторов, поверьте, за это предприниматели очень доплачивают, потому что топливо в генераторы стоит дорого. Благодарю вас за то, что остаетесь с нами. Желаю вам хорошего вечера и всего самого наилучшего. До встречи в следующем видео из Одессы. Пока-пока.